Ну а сегодня поработаем вот с такой вот старенькой мясорубкой. Это, конечно, такая вещь, которая была, наверное, в каждой семье, наверное, еще во многих до сих пор работает и служит. Все сделано было по ГОСТу, цена у нее 5,20. Я думаю, она, наверное, старше, ну или ровесник меня. Сейчас сделаем с нее самоделочку. Я думаю, многим она может пригодиться и прийтись по душе. Идея не новая, но все-таки я покажу со своей стороны. Ручку, конечно, мы сразу уберем, она нам здесь уже будет не нужна. Сейчас мы отрежем таким вот образом, чтобы избавиться немножечко от веса. Сейчас шлифанем. В руку кладется очень хорошо и удобно держать. Все-таки какое-то покрытие, я не знаю, что это такое. Друзья, я думал, что это краска, ну, как бы предполагал. Но это, я думаю, что это не краска, а какое-то покрытие. Кто если знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Так что, раз это металл, я думал, что это алюминий, дюралий какой-то, да, я его выкину просто-напросто на цвет мед. А так, может, для какой-нибудь следующей идеи, для какой-то самоделки может пригодиться, потому что можно привариться и так далее. Я не думаю, что это же чугун. Ну а теперь разбираем саму внутреннюю часть за ненадобностью. Но здесь уже нету самого резца, самого ножа, но нам по большому счету не нужен. Хотел оставить родную сеточку, вот эту проставку, но здесь начал сверлить, и здесь очень твердый металл. У меня сверлышка хорошего нету под рукой. Нашел вот как композитный материал, алюмопласт, правильно, или как он называется. Сейчас из него отрежем, вырежем такую проставочку. Данный материал хорошо обрабатывается, можно резать и болгаркой, можно лобзиком. Ну, у меня что под рукой, тем я и режу, то есть болгаркой. Сейчас сделаю пропил. И делаю по центру отверстие на 8. И сделаем просто визуально 4, ну, практически одинаковых отверстия также на 8. Теперь взял пластиковую бутылку и отрежу от нее сейчас часть. Надеваем на бутылку. Ну, я думаю, все термоусадочные свойства у бутылки все знают, и рассказывать об этом не нужно. Берем строительный фен и греем. Тем самым увеличили объем нашего изделия. Пластик сидит очень плотно, но я думаю, можно было бы там резиновое колечко одеть, чтобы не протекал. Но я думаю, ничего страшного, даже если протекать будет. Теперь собираем нашу конструкцию полностью. Почему я именно сделал вот такое? То есть сама вот наша треугольника должна быть на валу, то есть отцентрована. Если не будет отцентрована, так она хорошо крутится, а если не будет, то она будет болтаться. Еще остался один момент. Нам нужно вкрутить сюда вот винт. Здесь 8. Сейчас до упора закручиваем его и затягиваем. И теперь отрезаем там уголок. Ну и теперь можно собирать все на свои места. Проставочное колечко. Еще нам понадобится вот такая насадка. Это для пистолета, для герметика. Она очень четко подходит. Ну, отлично подходит сюда. Отцентровываем и затягиваем. Теперь осталось только испробовать. Пойдемте. Ну а сегодняшнюю самоделку я, естественно, сделал для затирки. Затирка, конечно, специальная, для камня, цвет белый. Данную самоделку, конечно, я увидел на просторах интернета и решил попробовать и сделать для себя, также показать вам. Раствор накладываю при помощи отрезанной бутылки. Теперь, благодаря скорости шуруповерта, можно легко регулировать глубину шва. Конечно, руку немножко нужно поднабить. Как показалось в процессе, мясорубка была немножко подразбита, и за счет этого ее немножко трясло. Ну, повторюсь еще раз, главное набить руку, и все равно остатки швов нужно выровнять и убирать лишки. Друзья, также показываю, что при скорости шуруповерта можно легко регулировать ширину и высоту шва.
Чем медленнее мы ведем и быстрее скорость шуруповерта, тем толще шов. Друзья, но от себя хочу сказать честно, не знаю, насколько это ускоряет работу процесса затирки, потому что столкнулся я с затиркой впервые в жизни своей. И не могу дать стопроцентной гарантии, что это гораздо быстрее. Но идея, как я понял, рабочая, нужно просто набить руку. Самое главное добиться правильной консистенции самой затирки. Друзья, показываю конечный результат. Панели выглядят таким вот образом. Смотрится все шикарно. Конечно, часть швов я делал при помощи кондитерского пакета. По итогу так и не понял, что быстрее. Друзья, ну у нас с вами получился вот такой вот интересный ролик. Получилась рабочая самоделка. Конечно, надо к ней привыкнуть и научиться ей работать. Идея интересная и самое главное, что она рабочая. Вам огромное спасибо, кто смотрит меня, кто поддерживает. Если вам понравился данный ролик, обязательно палец вверх. И жду ваши комментарии у себя под роликом. Вам желаю всем крепкого здоровья, любви, удачи. Ну и всего-всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока.